Здравствуйте! Из этого видео вы узнаете первые признаки деменции или болезни Альцгеймера. Это видео для тех, кто чувствует за собой какие-то симптомы потери или нарушения памяти и самостоятельно пытается разобраться, что же это. Или это проявление банальной забывчивости, или это все же более серьезное расстройство памяти. Кратко о самых основных симптомах. С вами Евгения Жуковская. Оставайтесь со мной. У меня есть более подробное видео, где я рассказывала о разных симптомах стадии преддеменции, она так и называется. То есть это та стадия, на которой еще не ярко выражены симптомы болезни Альцгеймера или деменции. Вы можете посмотреть предыдущие мои видео, найти, есть там видео первые симптомы, есть ранние симптомы, там немножко отличаются, но вы найдете там полезную информацию. Сегодня я хочу обратиться к тем, кто чувствует какое-то нарушение памяти. Возможно, это люди одинокие, человек, которому не к кому обратиться. И сделать первый шаг на пути к психиатру ему довольно сложно. А возможно, кто-то из вас уже посетил терапевта, невролога, но, собственно, так и не понял до конца, а что же со мной? Вот сегодня мы поговорим как раз об этом. А также это видео будет полезно тем, кто имеет пожилого родственника и замечает какие-то определенные странности или изменения облика у человека. Это такой взгляд со стороны, который просто заставляет задуматься, что с человеком что-то не так. Хотя явных каких-то симптомов потери памяти, может быть, еще и не наблюдается. Первый симптом. Он появляется, возможно, за 5 лет, а возможно и больше. Я увидела у мамы это за 5 лет. Это своеобразная маска на лице. Из лица исчезают эмоции. Лицо становится как будто непроницаемым. Создается впечатление, что человек будто погружен сам в себя и вас как будто бы и не замечает. То есть, если вы рассказываете своему родственнику какие-то интересные события из вашей жизни или, возможно, какая-то история, рассказанная вами, должна предположительно вызвать шквал эмоций или, хоть какую-то реакцию, а в ответ вы видите непроницаемую маску, вот именно эта непроницаемая маска – это один из самых ранних симптомов болезни Альцгеймера и деменции. Еще один момент. Апатия. Болезнь Альцгеймера или деменция развивается постепенно. Забывчивость к нам приходит внезапно. Мы положили какой-то документ машинально и забыли, где мы его оставили. Мы взяли в руки перчатки, на что-то отвлеклись, положили перчатки, поставили сумку, переключились на третье, уже не помним ни про сумку, ни про перчатки. И это тоже забывчивость. При болезни Альцгеймера это состояние апатии, которое переходит изо дня в день. И потеря памяти, она не похожа на сиюминутную забывчивость. Это погружение человека в себя, в какой-то свой особый мир. И на фоне этого своеобразного погружения постепенно исчезает память. Человек становится как бы непроницаемым для окружающих и отчасти для самого себя. Вот эти два различия между забывчивостью и вот такой апатией, точнее потерей памяти на фоне апатии, вы, я уверена, не перепутаете. Следующий симптом. Если вы проснулись утром и не вполне понимаете, где вы находитесь, кто вы и как вы здесь вообще оказались,
то это серьезный повод обратиться к психиатру. Если подобная дезориентация случилась внезапно, после пробуждения, и пусть на совсем какой-то очень короткий период, на какое-то мгновение, поверьте, это уже не забывчивость. Это может быть одним из серьезных симптомов и начальным проявлением деменции. Вам обязательно нужно обратиться к психиатру и разобраться с самим собой, что же с вами происходит. Если вы испытываете сложности с подсчетом денег, то есть, оказавшись в магазине в какой-то момент, вы понимаете, что вы не можете сложить самые простые цифры. Вы взяли товар, положили его в корзину, предположим, и вы не можете соединить сумму одного продукта с суммой другого или еще третьего. Вы четко знаете, что да вот недавно, вчера, этот подсчет для вас не составлял никакого труда. Но почему-то в этот момент, именно сегодня, вы поняли, что для вас это является непосильной задачей. И вы не вполне можете понять, как же вам поступить. На какой-то момент вы оказываетесь в замешательстве, и это состояние для вас новое и совершенно неожиданное. И это тоже не забывчивость. Этот симптом – один из ранних признаков болезни Альцгеймера. Если прежде подсчеты с количеством водоснабжения, электроэнергии, оплаты за квартиру и коммунальные услуги для вас никогда не вызывало труда, и в какой-то день, в какой-то момент вы чувствуете, что вы не можете сориентироваться, где там что, где вода, где свет, как это все считать и в какие графы, как заполнять этот документ. Вы уверены в том, что вы справлялись с этой задачей регулярно, и это было очень просто. Но почему-то именно сегодня для вас это стало непосильной задачей. То это тоже не забывчивость, а серьезный повод обратиться к психиатру. Почему я в этом видео так настаиваю на консультации психиатра? Вообще, как бы теоретически, невролог тоже наблюдает больных с деменцией и расстройством памяти. И чаще всего это первый доктор, к которому мы идем за помощью со своими проблемами и в первую очередь с памятью. Но по практике не всегда получается так, что вы сможете у невролога получить полностью ту долженствующую помощь, которая нужна именно в вашем состоянии. Дело в том, что потери памяти, когнитивными расстройствами, как это по-медицински называется, занимается психиатр. Вам невролог может назначить сосудистые препараты для улучшения мозгового кровообращения, а также препараты для улучшения проводимости нервного импульса. Это все так, но в целом именно когнитивными расстройствами памяти, которые сопряжены с последующим расстройством и потерей интеллекта, занимается только психиатр. Я ни в коей мере не хочу умалить значение неврологов, но столкнувшись на собственном примере с мамой и упустив время, обращаясь к множеству неврологов, всего это было 4 доктора, и при достаточном опыте, тем не менее мы упустили время, и первый поход к психиатру дал совершенно другой эффект, что давал, допустим, поход к неврологу. Нужно понимать, что подход к лечению когнитивных расстройств немножко разный у невролога и психиатра. Помощь, которая будет вам предложена психиатром,
она будет совершенно другая, поверьте, нежели та, которая будет предложена к неврологам. Будет еще более правильным, если вы посетите и невролога, но и психиатра, для того, чтобы знать о себе чуточку больше, и чтобы самому разобраться с собственным состоянием здоровья.